Друзья мои, всем привет из Луганска. Приветствую вас на канале Мир Евгения. Как вы догадались, меня зовут Евгений. Добрался я наконец до Луганска. У нас февраль месяц. Видео, правда, будут выходить чуть-чуть позже, потому что снимаю сразу много. Сразу все выложить не могу. Находимся мы в районе таксопарка. Это у нас улица Оборонная. Сейчас развернем камеру. Опа, вот так вот. Улица у нас Оборонная. Видео у нас сегодня будет посвящено большой стройке в Луганске. Сейчас мы с вами посмотрим, что тут на Оборонной происходит. Вот, гляньте, здесь какая красота. Выбирают грунт, плиты. Интересно, что здесь будет после этого. И так дальше идет вот эта вот стройка. Местами трубы меняют. Ну, мы сейчас с вами дальше пройдемся, посмотрим. И так вот это, получается, идет ремонт от Советской до танка. Поворот на Валуши. Перешли мы на другую сторону. Вот видите, здесь уже что-то, коммуникации какие-то подземные делают. Кстати, много машин, пробки. Приходится на светофорах стоять, долго ждать. О, СТОшка, гляньте, после аварии какая разбитая машина. Да, много луганских аварий постоянно. Гляньте, сколько битых стоит. Да, дороги сделали, а ездят по-старому. Да, кстати, видите, даже сегодня суббота, выходной день, и идет стройка. Большое спасибо строителям. А вот, кстати, новенький автобус едет. Я сейчас планирую по Оборонной немножко тут пробежаться, посмотреть. Потом попытаемся на городок заводу Р пробраться, посмотреть, как там идет стройка фонтана. И также в центре посмотрим. И хочу еще заглянуть в Камброд, к ботаническому саду, посмотреть, что там у нас происходит. Кстати, проходим поляну с космическими ценами, которые я показывал в одном из видео. Подходим к остановке 5-я школа. Здесь тоже, видите, стоит экскаватор. Рабочие роют, убирают. Все ненужное, все лишнее. Да, только проблема из-за этого есть тут небольшие пробки. Водители жалуются. Она такая довольно-таки центровая, эта улица. Хотя там в районе Шевченко, мимо парка Щорса, в принципе, есть другая дорога параллельная. А здесь вот по левую сторону тоже улица Челюскинцев, но там, правда, дорога похуже. Там в глубине через частный сектор идет. Ну, кстати, гляньте, тренажерный зал здесь такой. И машины, кстати, стоят. Интересно, что они здесь в центре Обороны в перспективе сделают. О, видите, кстати, еще один недострой здесь. Очень похоже на здание, которое мы раньше проходили, где был тренажерный зал. Да, пойдем, друзья, просмотрим, как ремонт идет. Сейчас у нас февраль, довольно-таки холодно, особо не погуляешь. Но потом в марте, чуть позже, как потеплеет, еще приеду. Может, и на велосипеде посмотрим. И будем следить за стройкой, как она будет двигаться, продолжаться. И во что будет это все превращаться. Проходим 7 морей. Когда-то здесь давно был Абсолют. Сейчас открылся 7 морей. Что-то сделали наподобие светофора или Победы. Ну, честно говоря, цены здесь не очень, конечно, по сравнению с Россией. Но по ЛНР более-менее. Поэтому, видите, довольно-таки много машин стоит на парковке. Идем дальше по Оборонной. Здесь, видите, строители грузят старые ржавые рельсы и увозят. Ну, а плиты чуть раньше увезли. Кстати, какую-то часть из этих плит увидели в ямах на восточных кварталах. Вот. Такой вот временный ремонт. Тем временем пришли мы к остановке Театр на Оборонной. Видите, здесь тоже ремонт вовсю продолжается. Ну, здесь еще только убрали плиты, а рельсы пока еще не демонтировали. Ну, видите,
Тоже здесь на небольшой улице довольно-таки много машин. Проходим колледж на другой стороне. Здесь у нас строительный магазин большой. Я, кстати, даже здесь что-то покупал. Неплохой магазинчик. И подходим к театру на Оборонном, бывшему ДК строителей. То есть сколько раз его уже переименовывали. Ну, здесь какие-то сегодня представления. Видите, много автобусов, детишек привезли. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь за репертуар. Так, Есенин вижу. Автор Серебряков. Музыка Булгака. Гастроли МБК Самара. Театр для всей семьи. Витражи. Приключения Незнайки. Волки и овцы. Сказки о царе Салтане. Скупой. Ну вот, собственно, на это представление и привезли сегодня детишек. Гляньте, сколько машин стоит. Молодцы. А вон на другой стороне Протон виднеется. Но он так и не работает, этот торговый центр. А вот, друзья мои, весь репертуар на февраль. Кому интересно, ставим на паузу и читаем. А так всех зовем в гости. Проходим мы с вами сквер или парк десантников. Здесь вот такая вот стела возле него. И здесь БМПшка такая стоит, как мемориал, памятник всем десантникам. И, кстати, там вдалеке он стоит, бюст Маргелова. Так, вдалеке он виднеется у нас уже стадион Авангард. Это у нас ярмарочная площадь. Кстати, вот этот вот тоже, вот эту вот зону, наверное, сделать парковую. В новостях было. И благоустроят. Там вдалеке он дворец бракосочетания. То есть вот это тоже будут все благоустроить. Интересно, что будет на территории бывшей обувной фабрики. Громадная территория, там сейчас по факту склады, я даже не знаю, что. Завода уже давно нету. Идем мимо обувной фабрики. Здесь, знаете, астролист растет. Здесь на зеленый, такой вот красивый. Я нарезал здесь черенки, пытался во дворе его посадить. Ну так ни один из них и не принялся, не дал корешки. А дальше, видите, здесь еще плиты пока целые, и рельсы целые. Но зато с другой стороны, гляньте, тополя пообрезали. Здесь теперь вместо абсолюта у нас матрешка. Ух ты, стройцентр здесь открылся. И тоже вот недавно большая новоживиска. Это то, что сейчас у нас вместо эпицентра находится, туда в сторону юбилейного. А здесь у нас книжный супермаркет. Да, в эру интернета еще кто-то читает и покупает книжки. Икстел мегамаркет открылся. Цифровая бытовая техника. О, кстати, гляньте, здесь на другой стороне лежат трубы. Начали менять трубы в этом районе на Оборонной. Идем мимо цветочных ларечков. И, кстати, на этой стороне тоже тополя подрезали, я смотрю. Ну, тут, наверное, будут что-то на улице делать. Скорее всего, тут всю плитку будут менять. Да и здесь вот, я не знаю, туи, видите, какие-то страшненькие. То есть деревьями, скорее всего, тоже с насаждениями что-то будут делать постепенно. Но это будет, наверное, уже туда, ближе к теплому времени года. Вон, кстати, видите, тоже строительные ямы на той стороне, возле налоговой. Ремонт идет полным ходом. Вот мы и дошли до кинотеатра «Русь», до Мичигана, до улицы Сосюры. Вот, кстати, вдалеке храм красиво виднеется. Много машин. Ну и, кстати, видите, стройка тоже здесь вовсю идет. На той стороне тоже вот, ямы сделали. И меняют трубопровод. Видите, под кинотеатром, под ресторанами. Остановку, кстати, отсюда перенесли. Здесь теперь остановки нет, она там дальше. И, кстати, гляньте, очень много машин. Все приехали в кинотеатр. Ну, тут не только ж кинотеатр, там же есть еще боулинг, кафешки тоже всякие.
В общем, такое хорошее место для отдыха. После педуниверситета тоже идет укладка нового трубопровода. А здесь у нас по нашей стороне сквер пограничников. Его тоже вот собираются ремонтировать. Кстати, было об этом заявлено. Ну, здесь пока тоже по нашей стороне он трубопровод укладывает. А вот когда сквером займутся, пока неизвестно. А здесь велик седьмой Дзержинский. Ну, сейчас холодно, конечно, поэтому нету красивых цветов везде здесь вокруг. Ну, тоже вот это место собираются благоустраивать. А, кстати, вот видите, тоже новые мобильные вышки. Я когда-то снимал, ну, было темно и не было видно. Но здесь, видимо, трубы как-то по-другому уложены, потому что вот на Советской, когда трубы меняли, так вот это все дело не раскапывали. А здесь, видите, как такие длинные траншеи прямо. Вон трубы, гляньте, какие лежат длинные. Да, работа кипит полным ходом. Проходим педуниверситет. Теперь у нас этот институт занимается именно подготовкой педагогов. Я так понимаю, поубирали из него другие специальности. Ну, цены, кстати, довольно-таки недорогие. В интернете есть, можете найти. В принципе, советую вам к нам приезжать в Луганскую Народную Республику на обучение. У нас довольно-таки дешевое обучение по сравнению с другими регионами России. А мы подходим к России, к матрешке и гостинице. А сзади у нас, кстати, молодежный жилой комплекс. Внизу, кстати, идем теперь тоже у нас спар находится, место Абсолюта. А здесь у нас кафешки, блинок и аллея Шелкового. Спускаемся вниз по аллее Шелкового. По факту это уже как часть рынка. Здесь идут всякие ларечки, а здесь вот там внутри идут торговые ряды. Но здесь в основном одеждой торгуют. Кстати, не знаю, в плане вот этого развития этого всего, оставят ли здесь эту рыночную часть или нет. Будем наблюдать. Может, уберут тоже туда где-нибудь. Вот внутри рынка разместят там. На территории бывшего хлебзавода там еще есть место. Ух ты, а у нас здесь теперь Роскадастр и Росреестр. Ну, ТЦ Слава вдалеке виднеется. И тоже идут магазинчики. Ну, сейчас уже 4 часа вечера, поэтому людей здесь, конечно, не так много. Впереди вон кафе Люкс. Ну и вдалеке там уже центральный рынок. Мегастар Плаза. Люди расходятся с работы постепенно. Сейчас будем на ту сторону перебираться. Сейчас посмотрим, как идет у нас ремонт сквера Героев Великой Отечественной войны. Здесь тоже работа идет полным ходом. Видите, тут и деревья подрезают. Ну, тут много, конечно, старых деревьев. Было, видите, полностью убирали всю плитку. Ну, вообще, конечно, эта часть парка, она была в запустении. Вторая часть, получается, находится там возле облсполкома. Ну, посмотрим, как она будет меняться со временем. Интересно, будут ли здесь какие-то фонтаны и так далее. Демонтируют старые фонари, убрали старые лавочки. Здесь, кстати, когда еще малой был, здесь было 3 аллеи. Центральная, 2 боковых. И были еще такие боковые дорожки от центра к бокам. И там тоже были такие карманчики с лавочками. Ну, посмотрим, что здесь будет. Единственное, у меня пожелание, что когда делают парк, сделают туалеты, пусть делают их платными, и чтобы их кто-то убирал. Потому что с туалетами в парке в ЛКСМ выкладывали фото, очень грязно. Не знаю, может, навели там порядок. Тяжело сказать. А так, единственное, на что жалуются местные жители, что срезали красивую сирень, которая здесь росла. Ну, она старенькая, конечно, была. Посмотрим. Может, высадят новую. Храм Юбилейния. Тоже, кстати, продолжается его реконструкция. Вокруг него леса. А здесь у нас детская площадка детского сада, который находится вот чуть дальше здесь по Советской 66.
Вот мы подошли к шпилевым домам. Кстати, здесь находится и работает Фламинго, итальянская химчистка, и шоколадный бар с бильярдом. Эта часть парка тоже уже перекрыта возле фонтана. Интересно, фонтан будет такой же или сделать что-то новое. Многие тоже говорят о том, что этот парк ремонтировали буквально в 2020-2021 году. Ну, вот так бюджетненько отремонтировали, поэтому я думаю, сейчас сделают красивее и круче, чем было. Но пока никакого макета, проекта нету, даже чтобы посмотреть, что здесь будет в результате. Эта площадь, конечно, очень много раз менялась, если посмотреть. Исторически здесь вообще когда-то был такой длинный овальный фонтан. Когда-то здесь вообще фонтана не было, но в интернете много фотографий этого места. Ну что, друзья, вот подошла к концу первая часть нашего видео. Будет она из нескольких частей, чтобы не было такое большое длинное. В следующей части пройдемся, просмотрим, как протекает ремонт на другой стороне продолжение парка на площади Героев Великой Отечественной войны. И вроде будут ремонтировать до самого Шкатюбинского, туда вниз, до Театральной площади. Ну, съездим на городок УР и обязательно еще съездим с вами в Камброд. Посмотрим, есть ли там макет или что-то, что будут делать у нас в ботаническом саду. Ладно, друзья мои, как всегда в конце всем мирного неба, крепкого здоровья. Ну и до новых встреч, до новых видео. Давайте, дорогие мои, пока-пока.